Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, необычное видео, и мы постараемся ответить на вопрос наших подписчиков касательно фильма, нашумевшего фильма. Это фильм называется «Игра в кальмара». И нам задают вопросы, смотреть этот фильм, не смотреть этот фильм, наше отношение к этому фильму. И давайте попытаемся ответить на этот вопрос, почему этот фильм не стоит смотреть многим людям. Друзья, «Игра в кальмара» всем известная, вышла в сентябре. Вот мы смотрели этот фильм сразу после того, как он вышел в Netflix. Фильм, сразу хотим сказать, достаточно сложный, достаточно тяжелый. Кто любит психологию людей и пытается разбираться, понять их, этот фильм будет интересен. Если вы увлекаетесь, если вы, например, работаете в большом коллективе, вам этот фильм будет также интересен. Если в вашем коллективе имеются крысы, этот фильм вам также будет интересен. Но вы должны понимать, что это фильм, это не сказка, это реальная жизнь. Просто показана именно корейским режиссером. Почему мы говорим, что это не сказка, это реальная жизнь? Дело в том, что такие так называемые игры есть везде и всюду и по всему миру. Самый простой вариант – это то, что сейчас происходит в мире. Богатые люди достаточно жестокие по своей натуре, потому что приходит момент, кстати, и есть ответ в этом фильме, почему богатые люди именно проводят такие игры. Конечно, мы с вами простые смертные, которые не имеем миллиарды долларов, которых не имеем по 10, по 15 вилл, не имеем своих личных вертолетов, самолетов и так далее, мы не поймем их, мы их будем осуждать. Но ответ в этом видео, в этом сериале, можно так сказать, он есть. И он, знаете, кто просмотрит этот сериал, во-первых, психологически очень сложно смотреть этот фильм. Почему сложно? Потому что там не только показываются люди с их жадностью, со злостью, с их ненавистью, а показывается, как люди, 456 человек, собрались на определенную игру, в которой они желают получить деньги. Деньги достаточно большие. Вы можете взять и просчитать, сколько это будет в миллионах долларов. Кто-то скажет о том, что да, такого не может быть. Вы знаете, все такое может быть. И бывает так, что этот человек ходит среди нас, и он также выиграл. Возможно, не в такую игру, но наподобие такой игры, и также принимал участие. Хотела сказать о том, что те люди, которые принимают участие в таких играх, именно сами играют игроки, то есть не которые смотрят со стороны на эту игру и делают ставки, а они думают о том, что они выиграют, они будут счастливчики. Знаете, как вот то же самое казино, всевозможные лотереи, да, кому-то везет, но те, кому повезло крупно, они об этом никогда, как правило, не говорят, потому что это все-таки грязные деньги. Мы с вами, простые смертные, к сожалению, не осознаем и не понимаем, что мы часто делаем. Мы думаем о том, что вот нам, знаете, вот последняя как бы надежда, она умирает последней. И вот эта вот человеческая натура, вот богатые люди умеют именно, они это понимают, они осознают, они это знают, и они умеют этим управлять. Посмотрите, сколько людей в нашем мире толковых, умных, замечательных, прекрасных. Но когда у человека случается горе, беда, когда его загоняют в угол, он готов идти на все, потому что у него есть он сам, у него есть семья, дети, родители и так далее. И он думает о том, что это вот последняя надежда, за которой он вцепится и сможет чего-то вот достигнуть, сделать. У него даже, знаете, вот когда человеку говоришь, а попробуй, ты можешь заработать здесь $1 миллион, да, мы сейчас условно цифру назвали. Вот возьмите, попытайтесь себя словить на мысли, а что вы в этот момент видите перед собой? Многие люди скажут о том, что они сразу бы купили себе, родителям, без разницы, купили бы квартиру, машину, где-то поехали бы путешествовать и так далее. И
Вот так вот богатые люди, которые делают такие состояния, они знают настоящую человеческую натуру, они знают достаточно хорошо психологию, и они знают, на что человек поведется. Так как вы, когда будете смотреть этот фильм, обращайте внимание, как зазывают в эту игру, и кого они выбирают для этой игры. Дальше вы увидите то, что уже начиная с первой игры, которая происходит в этом сериале, в этом фильме, вы увидите то, что жестокость, она есть, и она очень сильная. С первых серий вы не поймете о том, что же будет происходить, почему это происходит, но в последних сериях вы увидите настоящую картинку, настоящую жизнь, нашу жизнь, о которой мы не знаем. Иногда люди говорят о том, а почему те исчезли люди, а почему те исчезли люди. И при этом ничего вы о них не знаете, вы даже не можете докопаться до каких-то определенных документов, а потому что происходят вот такие вот ситуации. Вот тут скажут, что это несчастный случай у того или еще что-то, но в реальности вот именно выбирают таких людей для таких жестоких игр. Смотреть ли этот фильм или нет, это дело каждого. Но вы должны понимать, что если вы готовы увидеть настоящую правду, вот эту жестокость, вот эту ненависть, злость, кровожадность, то это фильм для вас. Если вы привыкли жить в каких-то своих розовых мечтах, в красивых картинках, то это фильм, сразу хотим сказать, не для вас, и он будет для вас очень жестокий. Сразу хотим сказать, что это фильм не для того, чтобы расслабиться, чтобы отдохнуть, а это фильм о том, чтобы подумать над своей жизнью и понять, что вы делаете не так на данном этапе. Ведь каждый из нас может оказаться в такой ситуации, может оказаться в такой игре. И сначала мы с азартом можем, знаете, как нам сделали вызов, и мы с азартом готовы идти, потому что мы думаем, ну что ж там за игра? Да, просто в Корее есть игра в кальмара, но у нас это тоже есть аналоги таких детских игр. Казалось бы, детских игр, но как это сделано так вот психологически на этом вот уровне. Кстати, друзья, напишите в комментариях под видео, кто смотрел этот фильм и ваши ощущения, ваши волнения, переживания, какие, возможно, вы для себя сделали выводы. То есть не просто так, знаете, в субботу вечером полдня потратили время, а так, чтобы просто посмотреть на этот фильм. Нет, а какие вы для себя сделали выводы, что вы, знаете, как вынесли из этого фильма. Да, много других фильмов, похожих на этот, но игра в кальмара, она показывает, знаете, вот ту сущность человека, от которой мы, каждый из вас, должны избавляться. Никогда не стремиться вот идти на вот эти вот всевозможные слабости. И, возможно, некоторые люди найдут себя в этом фильме. Мы не говорим о том, что это для вас так закончится. Нет, боже упаси. Но мы хотим показать о том, что нужно все-таки своей головой всегда думать. Не идти за всеми. И если вы видите, что у вас это не получается, остановитесь и подумайте. Потому что мы, люди, знаете, мы сами себя можем перепрограммировать. Кто-то говорит о том, что ритуалы, практики, эзотерика — это все ерунда, что молитва — это тоже все ерунда. Это ваше дело. Это ваша личная жизнь. Если вы решили, что для вас все это ерунда, тогда зачем вы что-то пытаетесь найти в интернете? Зачем тогда вы читаете книги? Зачем тогда вы ходите на работу, которая вам точно не нравится? И так далее, и так далее. Еще пунктов можно сказать и озвучить достаточно много. Но вы должны понять, что этот фильм «Игра в кальмара» — это сущность каждого человека. И когда вы будете смотреть сериал, большая просьба обратить внимание на нескольких героев, для того, чтобы вам, наверное, было чуть-чуть больше интереснее, потому что с первых серий «Игры в кальмарах» вы не все поймете. Просто не все, и, во-первых, Корея — это все-таки другая культура, все-таки другой менталитет немножко. Поэтому вот первые 2 серии, до того момента, пока они не появились, пока не началась сама игра на острове, будем так говорить, вы просто смотрите и анализируйте. И смотрите на главного героя и смотрите на дедушку, который появится в этом фильме. И вы очень много, возможно, осознаете и поймете для себя, что иногда среди нас есть люди-игроки,
которые могут иметь достаточно большие суммы денег, но им настолько все становится неинтересно в их мире, что они любят вернуться в наш вот простой мир и побыть вместе с нами, знаете, как в шкуре волка или в шкуре какой-то собачки, которую также могут пинать, издеваться и так далее. Друзья, смотреть или нет, думайте сами. Вы лучше сами себя знаете. Сейчас кто-то спросит, а где мы посмотреть? В интернете. Не обязательно покупать Netflix. Вы можете просмотреть это в интернете. Сейчас много открытых всевозможных сайтов. Добро пожаловать, смотрите. Но сразу хотим сказать, что если вы не готовы думать, мыслить, то лучше не включайте этот сериал. Если интересно, если вы мыслящие, хотите найти ответы на многие вопросы, этот фильм самое то.